Всем привет! Вы на канале SuperKit. В этом видео я хотел бы сравнить скоростные возможности разных модемов, которые имеют, естественно, разные технические характеристики по своим скоростям и возможностям, для того, чтобы понять, насколько есть смысл покупать более дорогой модем, более дорогой и более скоростной модем. Пожалуй, приведу пример. Вот если, например, модем поддерживает скорость до 3,6 мегабитов в секунду, а скорость в этом месте 3G интернета может быть и больше, то возникает вопрос, даст ли он эти 3,6 мегабитов в секунду, или он даст меньше. И насколько меньше. Также подытожим вывод о том, куда и где какой модем можно использовать. Для тестов перемещаемся на улицу. Для того, чтобы понять, что вообще может дать нам мобильная сеть 3G в данном конкретном месте, я начну с самого быстрого устройства, которое у меня есть. Это мой смартфон, у которого скорость 3G может достигать до 42 мегабит в секунду. Но это, естественно, в теории. Вот такой вот тест скорости мы будем принимать как максимально возможная скорость в данном месте. Теперь перейдем к модемам. Для того, чтобы модемы были расположены максимально вертикально, да и чтобы я сам не закрывал им сигнал, я буду вставлять модемы не в смартфон, а в роутер. Для этого я его подключил уже к своему пауэрбанку. И начинаем мы с модели E1550. Сейчас он зарегистрируется в интернете. Все, вот голубеньким загорелся. Таким образом интернет он уже дает. Заходим на страницу для теста скорости и посмотрим, что нам даст в этой точке модем, скорость загрузки которого 3,6 мегабита в секунду, а скорость отдачи всего лишь 384 килобита. Один из самых старых модемов, которые были представлены в свое время на рынке мобильными операторами. Ну, вот, поехали. В том же месте, в то же время, тот же мобильный оператор. Если честно, я даже ожидал меньше на загрузку. 2,8 мегабита, не так уж и плохо. Напомню, скорость отдачи всего лишь 384 килобита, поэтому вполне неудивительно, что всего лишь 310 килобит было получено от этого модема. Далее перейдем к следующему модему в плане эволюции развития. Это модем вот такой вот, он как бы маркированный водофоном. Ну, это модем, который может, вот модель видна. Модель этого модема K3765. По-моему, это какой-то 1720 или 1760, что-то такое, переделанный типа Huawei. Давайте вставим в него эту сим-карту. Я обновлю страницу.
Сделаем тест этого более быстрого модема. Вот такой вот тест получился на этом модеме. Загрузка здесь практически максимальная, теоретически возможная. Отдача, конечно, слабовата, но может не так звезды сошлись для него. Давайте пробовать следующий модем. Следующий модем в этой эволюционной ветке — это модем Huawei E1820. Вот так вот у него USB выдвигается. Этот модем, в отличие от предыдущего, может давать на загрузку скорость 14,4 мегабита в секунду. Отдача все та же 5,6 мегабита в секунду. Сейчас я переставлю сим-карту и переподключу модем. Модем уже готов. Ну и мы займемся тем же самым. Обновим страницу и посмотрим возможности этого модема. Напомню, загрузка у него 14,4 мегабита в секунду, отдача 5,76 мегабита в секунду. И этот модем уже подбирается к 10 мегабитам. Никаких проблем здесь нет с отдачей. Грубо говоря, он показывает чуть больше 50%, ну в районе 50%, потому что загрузка больше 50%, отдача меньше от своих теоретически возможных характеристик. Вот такие данные. И остается последний модем. Последний модем — это вот этот Huawei E3531. Сейчас я также переставлю в него сим-карту и продолжим тест. Сим-карта переставлена. Модем также свидетельствует о том, что он готов к работе. И сейчас будем смотреть, чего может он. Скорость этого модема еще раз 21,6 мегабита в секунду на скачивание. И на отдачу все те же 5,76 мегабита. Поехали. Ну да, как и следовало ожидать. Он показывает самый большой тест, самые высокие скорости, что вполне логично. Ну что же, тесты завершены. У меня сейчас среди этих модемов уже нету модема, который участвовал в видео, потому что мне его пришлось отдать. Модемы, которые были представлены в начале видео, также поддерживают скорость 7,2 мегабита на загрузку и 5,76 мегабита на отдачу, как тот, который участвовал в видео. Но я решил использовать именно тот модем, который я временно взял, а не эти два, потому что, чтобы это было более объективно,
так как все модемы в данном случае, которые участвовали в видео, в общем-то изготовлены одной фирмой Huawei. А два этих модема это модемы фирмы ZTE. Что же касается итогов, которые можно подвести, исходя из показанных результатов по скорости, то можно сказать, что, конечно, если вам нужно просто лазить по страницам, то модема со скоростью 3,6 мегабита, ну, скорее всего, будет достаточно. Конечно, опять же, я подошел очень близко к базовой станции. Ну куда же близко? Далеко не везде он покажет такие результаты. На практике 1,5 мегабита, я думаю, это более реальные показатели для этого модема. Поэтому нужно понимать, что видео на этом модеме будет смотреть затруднительно. Также он обладает скоростью на загрузку, точнее говоря, на выгрузку файлов всего лишь 384 килобита. И как я и отмечал, обратная скорость слишком маленькая для того, чтобы вы транслировали свое видео, например, по скайпу. Ну, так, в общем, чисто посмотреть страницы какие-то, полазить по интернету. Что же касается модема, который участвовал типа этих вместо него сейчас на 7,2 мегабита в секунду, скорость была показана в принципе неплохая, но стоит понимать, что если смотреть какую-то трансляцию видео, то опять же я был слишком, можно сказать, в идеальных условиях. На практике скорость будет, конечно, ниже, около 3 мегабит возможно. И уже потоковое видео со скоростью 5 мегабит, несмотря на то, что модем поддерживает до 7,2 мегабита в секунду, вы уже посмотреть не сможете. Поэтому, как бы вот стоит из этого исходить. Какое-нибудь на YouTube видео в каком-нибудь не самом высоком разрешении получится посмотреть, но какую-нибудь прямую трансляцию футбола уже будет очень затруднительно посмотреть. Что же касается этих двух модемов, в принципе, они оба показали скорость с запасом даже для того, чтобы смотреть видео в онлайне. Телефон, который может доходить по скорости до 42 мегабит, в принципе, был сравним с модемом, который до 21 мегабита работает. И если сравнивать с ценой, несмотря на то, что у меня не было в тесте этого модема, который до 42 мегабит, вот он стоит, допустим, в 2-2,5 раза дороже, чем этот. Делайте вывод, есть ли смысл его покупать. По тестам этого видно не было. В пике, в той точке модем, точнее телефон, я видел скорость до 25 мегабит. Но это в пике, опять же, это все время все идеальные условия. На практике такие скорости получить крайне проблематично в этой сети. Если перемещаться, если еще дальше отойти, если зайти в здание, то вообще можно увидеть скорости меньше 10 мегабит в секунду. У меня же на этом все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут видео от других разных девайсов. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!